один-два раз и еще раз о еде и о сравнениях с живописью, с картиной. Кто в такой инвенции художник? Ну, очевидно, повар, от профессионализма которого зависит качество блюда и степень удовольствия зрителя, едока, пожирателя шедевра. А шедевр действительно возможен, если вкус сложился, техника-технология была верна и подача блюда была на уровне. А что насчет пищи быстрого приготовления, полуфабрикатов или даже готовой еды? Нечто запаянное в пластик, что нужно только разогреть в микроволновке. Подходит, чтобы закинуть в себя во время перерыва на работе. Едок при этом не становится поваром в полном смысле этого слова, но некое минимальное участие в доведении блюда до съедобного состояния принимает. Такой легкий интерактив. Да, иногда небольшое усилие от зрителя жизненно необходимо. Выберите, запомните карту, и тогда мы покажем вам фокус. Если встанете вот здесь, вы сможете увидеть череп. Это не просто странные люди и странные действия. Это зашифрованная, проиллюстрированная голландская пословица. Прочтите аннотацию к выставке, а то эта мазня вам вообще не зайдет. Ах, андеграундные художники, участники бульдозерной выставки 1974 года, ну тогда ладно. Хотя, конечно, значит, говорите, прям бульдозерами плющили, а чего всех не доплющили? Ну что ж, многое объясняет. Степень такого интерактива может быть разной. Банан Маурицио Каттелана предполагает уже от владельца этого арт-объекта его постоянное восстановление. Но банан-то портится, если его не съесть, даже зрители покушались. Автор разрешил владельцу бесконечное клонирование сообразно инструкции. По сути, Джастин Сан приобрел даже не материальное произведение, а права на соавторство, на интерактив, права на его изготовление и экспонирование как оригинала. Но это не картина в принципе, в отличие, скажем, от антропометрии Кляйна, где само рождение произведения уже перформанс, акция. Хорошая моя, подержите это ведро с краской, я буду красить тела обнаженных девушек, а они потом отпечатают себя вот на этом холсте. Тоже хотите поучаствовать? В качестве тела? Ну, я называю эти тела живыми кистями. Что ж, это можно. Так, вы нет, вы в сторону, пожалуйста. Это порошковое картофельное пюре будет чуть-чуть более съедобно, если вы погреете молока вместо кипятка, досыпите предложенную специю по вкусу. Всю лучше не надо. Можно просто щепотку адыгейской соли бросить. Добавите масло, зелень и подадите его с котлетами. Да? Словом, станете поваром. Это несложно. Вот вам фартук. Сильно не упаритесь, достаточно соблюдать рекомендации. Такая картина по номерам. Набор. Вот вам холст, вот вам краски. Раскрашивайте, аккуратности достаточно. Вполне интерьерная вещь может получиться. Если будете делать не первый раз, станет получаться все лучше, проще, чище. Может быть, не особо вкуснее, но все быстрее и увереннее, как у китайцев в деревне Шэньчжэнь. Акрил по бледно напечатанному рисунку на холсте, закрепленному на планшете, нехитро малярным скотчем, например, все равно потом в рулон сворачивать. Несколько картин в день, да запросто. Можно еще сразу 2-3 писать. Один раз краску намешал, в 3 места сразу положил. Макароны быстрого приготовления, 3 порции, да хоть 5, лишь бы воды в чайнике хватило. Кажется, шедевра все равно не получится из этой куксы, из простой лапши полуфабриката. Но вот тут профессиональные повара могут поспорить, примут это как вызов и сотворят, что называется, суп из топора. Как Йоши Фудзивара. Да, можно кучу всего добавить. Грибы шиитаке тоже. Словом, добиться умами на пустом месте. Как художники, которые тоже, приняв вызов, пишут простенькой акварелью, чуть ли не пальцем, показывая новичкам, что зачастую не в дорогих красках и суперкистях дело. А иногда зритель сам вполне готов стать художником.
он прочитал книгу «Учитесь рисовать», он купил в интернете уроки по живописи, он пришел на мастер-класс. Он надел фартук. На пачке риса написан рецепт плова. В интернете есть пошаговая инструкция с картинками. Да, тут уже придется повозиться. Если удастся повторить классический рецепт, это будет хорошей базой для собственных экспериментов со вкусом. Если справился с копированием старого мастера, более или менее разобрался с рисунком, материалами и технологией, можно подумать и об авторском произведении. Ну, то есть, к моменту, когда вы затеете свой авторский суп, вы кастрюлю видите не в первый раз, как вскипятить воду представляете, об удобоваримых сочетаниях знаете. Ну и о логичной последовательности помните, да, не стоит бросать чеснок в начале, а морковь в конце. Возвращаясь к уместности или целесообразности использования полуфабрикатов, думаю, не во всех ресторанах эту форель только что поймали, ее уже и филетировали заранее. Икра все-таки была консервированная, вино или пиво из бутылки, а заготовки для салата были нарезаны вчера, так что это тоже своего рода полуфабрикат. Художники тоже давно сами не перетирают в ступки минеральные пигменты, чтобы получить краски. Кстати, голландские художники 17 века тоже этого не делали, пигменты мололи на мельницах, продавали в виде сухого порошка, который, собственно, нужно было смешать с маслом, там, льняным, маковым, сафроловым, непосредственно перед живописным сеансом. Смешать совсем немного. Краска долго не хранилась, засыхала, пока вот тюбики в 19 веке не придумали. Тоже консервы, по сути. Теперь хоть куда, хоть в поход, хоть на пленэр. И холсты художники сами не ткали, и масло сами не жали, и доски делали другие мастера. И это к тому, что можно и из консервов хороший салат изобразить, и, напротив, свежайшие кальмары убить, допустим, переварить по неопытности. Да, не всякий новичок на кухне сотворит шедевр из самых свежих, фермерских, каких-нибудь эксклюзивных суперингредиентов, но всякий классный повар справится с продуктами из магазина и даже полуфабрикатами, потому что когда-то он начинал именно с них. Так что давайте поднимать профессиональный уровень поварского мастерства, прежде чем пытаться что-то публике скормить. Ну и с другой стороны, зритель, едок, тоже должен понимать, кто он. Неторопливый гурман, ловящий оттенки вкуса и аромата, или так зашел чисто закинуться бутербродом в перерыве, глядя в телефон, просматривая этот ролик, может быть.